Думаете, вы знаете свою BMW? Я нашел еще 7 скрытых функций, которые инженеры спрятали настолько глубоко, что их нет даже в инструкции. Сбросить сервисный интервал Oil Service или Inspection на BMW можно прямо с приборной панели, без использования диагностического компьютера. Необходимо убедиться, что зажигание полностью выключено, ключ находится в положении 0. Нажмите и удерживайте левую кнопку на приборной панели. Не отпуская левую кнопку, поверните ключ зажигания в положение 1. Положение, когда загорается только приборка. Держать кнопку нужно еще около 5 секунд. Продолжайте удерживать кнопку, пока на экране не появится надпись Oil Service или Inspection вместе со словом Reset. Как только надпись появилась, отпустите кнопку. Сразу же нажимайте левую кнопку снова и удерживайте ее около 5 секунд, пока надпись Reset не начинает мигать. Пока надпись мигает, отпустите кнопку и тут же нажмите ее один раз, коротко. Надпись изменится, показав новый интервал, обычно 25 тысяч километров, или обновленные зеленые кубики. Дисплей бортового компьютера выведен на панель приборов и расположен между шкалами спидометра и тахометра с эконометром. Компьютер работает только при включенном зажигании. При включении зажигания установите ключ зажигания в положение 1. На дисплее высвечивается величина последнего запрашиваемого параметра перед выключением. Управление компьютером осуществляется кратковременным нажатием клавиши BC, расположенной на торце рукоятки рычага указателя поворотов. Нажатие осуществлять в сторону рулевого колеса. После каждого нажатия выводится очередная информация: температура наружного воздуха, средний расход топлива, запас хода, средняя скорость движения. Если во время высвечивания индикации средней скорости движения кратковременно нажать рычажный переключатель указателей поворота, то можно стереть информацию бортового компьютера с дисплея. Для начала нового отсчета необходимо удержание рычажного переключателя указателей поворота в нажатом положении. Будет проведен новый расчет средних значений расхода топлива и скорости с выведением их на экран дисплея при работающем двигателе. Температура наружного воздуха, высвечиваемая на дисплее на данный момент времени в градусах Цельсия, соответствует температуре наружного воздуха. Показания могут быть переведены в градусы Фаренгейта. Для этого следует при нахождении ключа зажигания в положении 1 удерживать нажатой кнопку левую обнуление счетчика разового пробега и перевести ключ зажигания в положение 0. И дополнительно хочу добавить информацию. Так выглядит нулевое положение ключа в замке зажигания. Руль заблокирован, можно вставить и вынуть ключ. Первое положение: руль разблокирован. Так выглядит второе положение. Зажигание включено. Для дизельного двигателя предпусковой разогрев накальных свечей. Третье положение: включение стартера. Запуск двигателя. Для того, чтобы вернуться к обозначению градуса Цельсия, нам необходимо зажать кнопку левую на панели приборов и повернуть ключ зажигания в положение 0. Средний расход топлива на данный момент времени приводится в литрах на 100 км в виде среднего статистического суммарного значения с момента последнего стирания информации. Значение обновляется через каждые 30 км пробега. Эта функция позволяет выработать экономичный стиль вождения. Запас хода выводится в километрах и пересчитывается через каждые 30 км пути. Расчет производится на основании остатка топлива в баке и его среднего расхода за последние 30 км пути. Если запас хода составляет менее 50 км, то происходит отсеивание всех параметров и выдается только этот параметр в мигающем режиме. Если запас топлива составляет менее 5-7 литров, то вместо индикации километров появляется символ L. Средняя скорость движения выдается с момента стирания последней информации в виде величины в километрах в час. Если чуть дольше продержать клавишу BC нажатой, то расчет среднего значения соответствующего параметра начинается заново при условии, что двигатель работает. Скрытое меню – это отличный встроенный инструмент, который позволяет увидеть реальную температуру двигателя, точный остаток топлива в литрах, вольтаж аккумулятора и многое другое. Вот подробная инструкция, как в него войти, разблокировать и что означает каждый тест. Процедура делается с помощью двух кнопок на приборной панели: левой – сброс суточного пробега и правой – чек-контрол переключения сообщений. Для разблокировки скрытого меню нам понадобится 5 последних цифр VIN номера. В моем случае при сложении 5 последних цифр VIN номера кузова у меня вышла цифра 17. Запоминаем это число. Далее нам необходимо войти в меню, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение 1, чтобы загорелась приборная панель. Нажимаем и удерживаем правую кнопку на приборной панели около 10 секунд, пока на экране не появится надпись «Тест номер 1». Разблокировка. Снятие блокировки с тестов 3,
21. По умолчанию доступны только тесты 1 и 2, остальные заблокированы. Когда на экране горит тест номер 1, нажимайте правую кнопку, чтобы дойти до тест номер 19. На экране появится Log On. Начните нажимать левую кнопку, пока цифра не сравнится с суммой цифр вашего VIN номера. Как только нужная цифра появилась, нажмите правую кнопку. Если все сделано верно, меню разблокируется и вас перекинет обратно на первый тест. Теперь, нажимая правую кнопку, вы можете выбирать любой тест с 1 по 21, а нажатием левой кнопки заходите внутрь теста. Полное описание всех тестов с 1 по 21. Первый тест. Информация об автомобиле. Внутренние подтесты переключаются левой кнопкой. Первый. Последние 5 знаков VIN номера. Второй. Внутренний номер кузова. Третий. Номер деталей приборной панели. Четвертый. Индекс кодирования, диагностика, версия CAN BUS. Пятый. Дата производства автомобиля, неделя, год. Шестое. Версия железа или софта. Седьмое. Статус форсунок, количество цилиндров, фактор двигателя. Второй тест. Тест приборной панели. Самый зрелищный тест. При его запуске все стрелки спидометра, тахометра, расходомера, температуры двигателя и уровня топлива плавно доходят до максимума и возвращаются обратно, а также загораются абсолютно все лампочки и пиксели на экране. Помогает проверить битые пиксели и исправность моторчиков стрелок. Третий тест. Данные о сервисном обслуживании. Количество сожженного топлива с момента последнего сброса ТО в литрах. Количество дней с момента последнего сброса ТО. Четвертый тест. Расход топлива. Моментальный расход топлива в литрах на 100 км. Работает на ходу. Например, 14,5 литров на 100 км. Моментальный расход топлива в литрах в час. Удобно смотреть на холостом ходу. Например, 1,2 литра в час. Пятый тест. Запас хода. Средний расход топлива, на основе которого машина считает запас хода. Текущий запас хода на остатки топлива в баке в километрах. Шестой тест. Данные по датчикам уровня топлива. Уровень топлива раздельно по двум половинам бака, левая и правая. Общее количество топлива в баке, сумма двух половин и усредненное значение для показания стрелки на приборке. Седьмой тест. Температура и обороты. Самый полезный тест для диагностики. Точная температура охлаждающей жидкости двигателя в градусах Цельсия. Стрелка на приборке стоит строго вертикально в диапазоне от 75 до 115 градусов Цельсия, так что реальный перегрев по стрелке заметить сложно, а здесь видно все до градуса. Температура на улице. Точные текущие обороты двигателя. Цифровой тахометр. Точная текущая скорость автомобиля. Цифровой спидометр. Восьмой тест. Текущая скорость. Девятый тест. Напряжение бортовой сети. Десятый тест. Кодирование по странам. В какой стране был произведен автомобиль. 11-й тест. Код конфигурации кластера. 12-й тест. Настройки часов и сигналов. 13-й тест. Тест звукового сигнала. Проверка работоспособности встроенного динамика зуммера приборной панели. Издает писк. Гонг. 14-й тест. Ошибки памяти. Показывает сохраненные коды ошибок самой приборной панели, не двигателя. Если ошибок нет, будет написано диаг и обозначение 6 нулей. 15-й тест. Статус портов ввода и вывода. 16-й тест. Не используется. 17-й тест. Специфические данные конфигурации. 18-й тест. Не используется. 19-й тест. Блокировка-разблокировка меню. Тот пункт, который мы использовали в самом начале для снятия защиты. 20-й тест. Коррекция расхода топлива. Позволяет подкорректировать показания бортового компьютера по расходу топлива, если он врет по сравнению с замерами от заправки до заправки. 21 тест. Полный сброс. Reset. Сброс настроек бортового компьютера и приборной панели. Аналог скидывания клемм аккумулятора. Сбиваются часы, дата и суточный пробег. Чтобы выйти из скрытого меню, достаточно просто выключить зажигание. При следующем включении меню снова будет заблокировано. Кроме тестов первого и второго. И процедуру ввода суммы последних 5 цифр VIN номера кузова нужно будет повторить. А эти кнопки управляют мультимедиа, радио CD и телефоном. Кнопки с обозначением плюс и минус, регулировка громкости аудиосистемы. Кнопки со стрелками вверх-вниз, переключение, поиск радиостанций или треков в CD-чейнджере. Кнопка «Говорящая голова», включение голосового управления или ответ на входящий звонок, в том случае, если установлен Bluetooth модуль. Кнопка RT – переключение режима отображения между радио, CD и телефоном на панели приборов. На дорестайлинговой 4-спицевой версии руля до 2003 года выпуска можно найти кнопку включения и выключения режима рециркуляции воздуха, либо обогрева рулевого колеса. Также встречается на некоторых спортивных версиях. Для восстановления работы памяти сидений после отключения аккумулятора нужно провести процедуру обучения крайних положений электроприводов. В
Включите зажигание. Поверните ключ зажигания в положение 2. Двигатель запускать не обязательно. Убедитесь, что за сиденьем и под ним нет посторонних предметов. Откатите сиденье назад. Нажмите клавишу регулировки и сдвиньте сиденье назад до упора. Удерживайте клавишу. После остановки сиденья не отпускайте клавишу сдвига еще 5 секунд. Сдвиньте сиденье вперед, нажмите клавишу и переместите сиденье вперед до самого конца. Удерживайте клавишу. После полной остановки продолжайте держать клавишу еще 5 секунд. Повторите для спинки. Опустите спинку максимально назад, удерживая клавишу 3 секунды в конце. И поднимите максимально вперед, также удерживая клавишу в конце. Отрегулируйте сиденье и зеркала под себя. Нажмите красную кнопку М. Она загорится. В течение 3 секунд нажмите кнопку 1, светодиод погаснет и блок памяти сохранит новые настройки. В том случае, если сиденье все еще двигается короткими рывками, повторите процедуру сброса адаптации блока памяти сидений. Ссылку на видео о том, как сбросить память сидений, я оставлю вверху в всплывающем окне и под этим видео в описании. Проверку работы индикаторов и символов системы автоматической диагностики необходимо проводить нажатием кнопки «Чек», расположенной на панели приборов справа внизу от тахометра и энергоконтроля. После постановки ключа зажигания в положение 2 на дисплее должно появиться подтверждение Check Control OK. Это обозначает, что система автоматической диагностики исправна. Сообщения системы автоматической диагностики и компьютера могут быть выведены на различных языках. В том случае, если одновременно появляются неисправности приоритетов 1 и 2, то символы неисправности и приоритетов 2 не будут появляться до полного устранения причин появления символов приоритета 1. Ссылку на видео об автоматической диагностике и приоритете неисправностей оставлю вверху в всплывающем окне и под этим видео в описании. Все неисправности, выявленные в процессе поездки, могут быть считаны из системы самодиагностики при повороте ключа зажигания в положение 0. При вынутом ключе зажигания и погасшей индикации в течение еще 3 минут можно повторно вызвать информацию из системы самодиагностики нажатием кнопки «Чек» столько раз, сколько было выявлено неисправностей в процессе поездки. Система поддержания заданной скорости. Система способна запоминать и поддерживать определенную скорость автомобиля на уровне не ниже 30 км в час. Система включается только при работающем двигателе. Включение системы. Для активации системы необходимо повернуть ключ зажигания в положение 2 и следующее положение. Нажмите клавишу на рулевом колесе. На комбинации приборов загорится контрольная лампа. Теперь системой можно пользоваться. Выключение системы. Необходимо нажать на клавишу и удерживать ее, пока не погаснет контрольная лампа на приборной панели. Система поддержания заданной скорости также выключается при повороте ключа зажигания в положение 0. Значение скорости в памяти стирается. Ввод и поддержание текущей скорости, ускорение. Нажмите и отпустите клавишу с обозначением плюс. Система запомнит и будет поддерживать текущую скорость. С каждым последующим нажатием клавиши скорость увеличивается на 1 км в час. Удерживайте клавишу с обозначением плюс нажатой. Автомобиль разгоняется без нажатия на педаль газа. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Для замедления необходимо нажать и отпустить клавишу с обозначением минус. С каждым нажатием скорость уменьшается примерно на 1 км в час. При удержании клавиши в положении минус, при условии, если в данный момент скорость регулируется системой, произойдет автоматический сброс газа и произойдет замедление движения. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Перерыв в работе системы. При выключении системы круиз-контроля нажмите эту клавишу. Контрольная лампа продолжает гореть. Когда появится необходимость, вы сможете снова восстановить и поддерживать хранящуюся в памяти скорость. Кроме того, работа системы автоматически прерывается при торможении, при переводе рычага селектора КПП из положения Drive в положение нейтраль, если долго завышать или занижать заданную скорость, например, при воздействии на педаль акселератора. Что необходимо сделать для восстановления записанной в память скорости? Необходимо нажать на клавишу, система доведет скорость до заданного значения и будет ее поддерживать. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.